Знаете, те, кто говорят, что последняя нормальная игра это Sonic Colors или Unleashed, они ошибаются. Ведь такие люди забывают о существовании игры Sonic Generations. Ну или они просто не считают ее игрой, а сборником старых уровней из предыдущих игр. С одной стороны, я могу с ними согласиться, но с другой, это все равно игра, у которой есть сюжет, свой вид геймплея. И вообще старые уровни не в точь-в-точь, как раньше, они переделанные. Взять, например, Roof Top Run и Sonic Unleashed. Он вроде такой же, но не совсем, так как есть моменты в уровне, которые прям очень похожи на оригинал. Но потом появляется в каком-то моменте что-то новое, и ты понимаешь, что это не то же самое. Остается разобраться, какие уровни в оригинале лучше, а какие в Generations. С вами Нургелберт, и сегодня я буду высказывать свое мнение об игре Sonic Generations, которой исполняется в этом году 10 лет. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Небольшая предыстория. Sonic Generations — видеоигра серии Sonic the Hedgehog в жанре платформер. Разрабатывалась на 20-летие Соника, разработана студией Sonic Team и изданная компанией Sega в 2011 году для игровых консолей Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo 3DS и персонального компьютера. Сразу скажу, что в Nintendo 3DS версию я не играл и не буду. Не спрашивайте почему. Само название оправдывает суть игры, и это идет ей в плюсы. Sonic Generations можно перевести как Sonic поколение. То есть разработчики хотели показать, через что прошел Sonic, с чего все начиналось и чем все закончилось. Ну или еще не закончилось. Но если новые игры будут идти в таком же духе, как последние, то это закончится в ближайшее время. Жалко, конечно, что нам с 2008 года дают играть только за современного классического Соника. Ну а еще Верехок. А ведь хотелось бы поиграть и за других персонажей. Виновником послужила игра Sonic the Hedgehog, вышедшая в 2006 году. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Ну что я могу сказать про сюжет? Его практически нету. Просто все отмечают днюху Соника, прилетает какой-то чудище, всех засасывает. Соник проходит старый уровень и освобождает своих друзей. В конце кажется, что этим монстром управлял Эгман. Кто бы мог подумать? Два Соника становятся супер Сониками и побеждают этого монстра. Все. После такого сюжета хочется сказать: да, Сега. Помню, вы пытались сделать замороченные сюжеты, а теперь... Нет, но мне все равно на сюжет в играх про Соника. Главное геймплей. Но все равно обидно, что настолько все обыграли. Конечно, ходила теория среди фанатов, что вот это временное чудище — остатки Мефилиса, разбросанные по разным временам. Как по мне, любопытная теория. Но мы же все знаем, что Sonic 2006 не канон, а значит и Мефилис тоже. А жаль, между прочим, один из лучших врагов Соника. Но все же кажется, что какую-то часть из Sonic 2006 можно считать каноном. Во-первых, в Sonic Rivals был Мефилис, во-вторых, в Generations есть Crisis City, а это, между прочим, уровень как раз таки Соника 2006. Ладно, что-то я увлекся теориями. Давайте поговорим про факты. Каждую зону нам надо будет проходить за двух Соников, а именно за классика и модерна. За классического Соника геймплей как в старых двухмерных играх, только тут хуже. А именно, если наклониться, то по идее, как в старых играх, камера должна опуститься вниз, а тут такого нет. Та же самая проблема, если посмотреть вниз.
Но еще за классикой здесь просто неудобно играть. Я не знаю, как это объяснить. Просто раньше было лучше. Даже в Sonic Mania таких проблем нет. Но вот с модерном все хорошо. Даже дрифт сделали лучше, чем в предыдущих играх. Претензий нет. Почти. Ну, во-первых, почему нельзя камеру поворачивать, как раньше? Может, я хочу осмотреть красивые виды. Ну, а во-вторых, что сделали слайд Dash? Раньше можно было пролетать вообще по любым кольцам, а здесь только по тем, которые сияют. В чем смысл? Чтобы я легко мог догадаться, где какую кнопку надо вовремя нажать? Как по мне, это можно было не трогать и оставить, как было раньше. Но так, претензий нет. За модерна очень весело, драйвово играть. Я прям тащусь. В этой игре вы встретите много персонажей, а именно 2 Соника, 2 Тейлза, 2 Эгмана, Наклз, Крим, Эмми, Блейз, Сильвер, Чарми, Вектор, Эспио, Метал Соник, Хаус, Шэдоу и, наконец-то, Руш. Жалко, что не было Омеги и Бига, а так, в принципе, почти все персонажи. Я про всех этих персонажей мало могу сказать, так как именно в этой игре они просто есть. Мы их спасаем, с кем-то сражаемся, но в конце они все приходят, чтобы классические современные Соник стали Супер Сониками. Еще я могу сказать, что Эми и Крим милые, Блейз огонь, а Руш... Мы секси. Но на всех персонажей, кроме Шэдоу, мне все равно. Это лишь мое мнение, не обижайтесь. Музыкальное сопровождение в игре мне нравится. Претензий нет. Я даже был удивлен, что какие-то ремиксы мне больше понравились за классикой, чем за модерном. Еще хочу сказать, что было приятно вспомнить старые песни от Crash 40, тот же Live and Learn или Open Your... Боссы наполовину выглядят как раньше, а на другую половину они поменялись. Вы с ними будете сражаться не так часто. Мое мнение к босс-файтам в этой игре спорное. В оригинале они мне нравились больше. Ну, кроме Шэдоу и Сильвера, в этой игре они мне нравятся даже больше. А еще, если говорить, с кем было сражаться скучнее всего, то это финальный босс. У Sonic Team уже давно перестали быть интересными сложные финальные битвы с главным антагонистом. В итоге я могу сказать, что эта игра построена на ностальгии, поэтому ее не все считают отдельной игрой про Соника, а просто сборником уровней из предыдущих игр. В последнее время с видеоиграми по вселенной Соника случалось что-то странное. То получалось что-то красочное, но не очень запоминающееся. То получался трэш из-за сотрудничества с Nintendo. Ну или просто реклама Nintendo. Хуже всего, конечно, то, что идеи у разработчиков заканчиваются. Они просто надеются на ностальгию и только. Вы только подумайте, Sonic Generations, ностальгия, Sonic Mania, ностальгия, Sonic Forces, ностальгия, даже Team Sonic Racing, это тоже ностальгия. Уже начинаешь терять надежду. Но после последних событий некоторых актеров озвучки персонажей в Сонике уволили, сценаристов тоже уволили. Учитывая, что это все происходит в одно и то же время, у тебя появляется чувство, что Sega вместе с Sonic Team что-то хотят поменять в играх про Соника. Так что готовьтесь к новой эпохе игр про синего ежа. Это и сейчас все к тому, что из всех игр про Соника, построенных на ностальгии, Sonic Generations выделяется. Она изначально создавалась с расчетом на вашу тоску по старым временам. Но Sega увлеклась и стала делать новые игры, выставляя в них очередные Green Hill, Chemical Plant. Но именно Sonic Generations создавалась душой, упорством и любовью к старым играм, а не только из-за повода подзаработать денег. В общем, игра хорошая, но не лучшая. Если хотите потратить около 3 часов своего времени и вспоминать старые времена, то эта игра определенно для вас.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать, и пока!